Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Сегодня необычное начало, будем в другой несколько атмосфере, но тем не менее разговор будет сегодня серьезный и по нашей бритвенной теме. Тема сегодняшнего разговора, как вы уже догадались из названия, помазки. Несмотря на то, что они изобретены были достаточно давно, еще в 18 веке, во Франции, если мне память не изменяет, это не обязательное условие. В конце концов, для просто побриться помазок не нужен. Достаточно просто взять пену, гель, мыло, намылить руки, нанести на лицо и все, и пожалуйста, брейся. Но это аскетический, минималистический вариант, который большинство мужчин игнорирует. Ну, разве что, если не сильно торопятся. Почему? Потому что помазок нам, ребята, дает очень много. Для чего же он нужен? Предназначение помазка. Каждый раз, когда вы берете помазок, взбиваете им пену, наносите на лицо, вы это делаете не просто так, вы убиваете сразу много зайцев. Вы массируете лицо. Вы приподнимаете помазком, ворсом помазка, каждый волосок и доносите туда пену. Вы равномерно распределяете эту пену по поверхности лица. Вы создаете ту атмосферу помазком на лице, при помощи которой уже подготовленная вами кожа еще больше начинает впитывать те масла и температуру той пены, которую вы наносите, подготавливая ваши вот эти маленькие волоски, щетину на лице для последующего комфортного бритья. Если говорить о строении помазка, то оно несложное. Это узел и ручка. Но не всегда бывает так. Еще есть отдельная категория, это дорожные помазки. Как правило, там узел отделяется от ручки и имеет возможность сам узел прятать в ручку, как футляр. Специально для того, чтобы не травмировать узел вашего помазка во время дороги. Но это не основное строение. Основное все-таки это ручка и узел. Давайте начнем с чего попроще. С чего же делаются ручки и форма ручек. Форма. Форма может быть самой разнообразной. От самой маленькой, вот такой фитюльки, которую вы будете держать просто кончиками пальцев, до чего-то большого, массивного и длинного, которое вам будет позволять долго махать кисточкой, не уставая. Такие кисти, как правило, используются в барбершапах. И плюс ко всему у нее есть еще дополнительная особенность. За счет длины ей очень хорошо и удобно работать в чашах. Но большинство, абсолютное большинство, это помазки со средними ручками, с длиной самой ручки в пределах где-то 30-60 мм. Это те самые ручки, которые мы используем в повседневном своем бритье. Вес помазка, благодаря ручке и благодаря самому узлу, наверное, будет формироваться все-таки за счет ручки в большей степени. Потому что вес узла, он составляет меньшую часть помазка и, как правило, будет колебаться где-то в пределах от 15 до 30 грамм, в зависимости от размеров узла и набивки. Что же до самой ручки, она может быть изготовлена из рога, из пластика, из металла, из дерева, из стекла, из хрусталя, из серебра, из многих материалов, даже каменные ручки я видел. Но все-таки основная подавляющая масса на сегодняшний день, это, конечно же, ручки, сделанные из пластика, то есть из искусственных материалов. Это может быть пластик АБС, акрил, да все что угодно. Но самое главное предназначение он должен все-таки выполнять. Ручка должна быть долговечна и не должна рассыпаться через год, два, три после ее приобретения. Материал изготовления ручек и форма изготовления ручек, как вы видите, может быть самая разная. Это может быть и пластик, это может быть и дерево, это может быть комбинация металла и дерева и пластика. В данном случае комбинация не только дерева и металла, но еще и узел сам по себе может меняться. То есть определенного диаметра вы можете докупить несколько узлов, синтетику, барсук, все, что есть в компании, и время от времени просто брать и вставлять тот узел, который в данный момент вас больше всего устраивает. И получаете помазок. Металлические ручки для любителей потяжелее и чего-то уверенно сидящего в руке. Фарфорово-мыльно-пузырные, как в старые добрые времена, помните, в ванных комнатах были подобные ручки. Уникальные деревянные, сделаны из альфа-древесины. Это пропитанное с полимерами дерево, чрезвычайно твердое, и очень-очень долговечное. Ну и, конечно, совершенно уникальные ручки транспортных помазков, то есть помазков для путешествий. Благодаря такой конструкции вы всегда можете разобрать ваш помазок, спрятать его, бросить в вашу поклажу
спокойно путешествовать. При необходимости всегда есть возможность его разобрать и вернуть в первоначальное состояние. Узлы. Узлы – это самая интересная часть, потому что благодаря именно узлам все помазки чрезвычайно разнятся. Узлы, если говорить за размеры, бывают в большом диапазоне. Минимальный, про который я слышал, это 16 мм в диаметре. Максимальный, за который я видел только на картинке, в руках, к сожалению, такой не держал, это был диаметр 36 мм. Конечно же, есть помазки выставочные, но про них мы говорить не будем, потому что там и диаметр соответствующий. Но основная масса все-таки укладывается вот в то, что я сказал. То же, что мы можем увидеть на полках магазинов, как правило, колеблется где-то в пределах от 20 до 28-30 мм. Золотой серединой в помазках принято считать диаметр 22-20 мм. То есть это вот та основная масса, на которую, как правило, опираются все люди. Спустя какое-то время вы сами выберете тот диаметр помазка, который вам больше нравится, или побольше, или поменьше. Пройдут годы, прежде чем вы определитесь с этим. На сегодняшний день, спустя несколько лет после того, как я начал свое путешествие в море влажного бритья, сам для себя я определил, что для меня оптимальный размер от 24 до 28. 30 уже несколько великовато для меня. Хотя я знаю людей, которые обладают большими габаритами, и для них 28-30 это то, что доктор прописал. Форма узла имеет также немаловажное значение и будет влиять на очень многое. На сегодняшний день принято считать, что существует три основных формы узла. Это плоская, flat. Также, кроме всего прочего, есть еще фан, вентилятор, как правило, мы его называем. И есть еще bulb, мы это называем лампочкой. Так вот, в зависимости от того, какую форму узла вы выберете, будут меняться и характеристики самой кисти. Плоская. Плоская применяется, как правило, только для нанесения и взбития пены на лице. И работает только по ровной поверхности, но то бишь по нашему лицу. Если вы возьмете лампочку, честно сказать, я сам для себя еще не разгадал предназначение этой формы узла. Ну так, чисто гипотетически, если предположить, то лампочка, наверное, больше всего будет подходить для взбития небольшой чаши, потому что уж больно форма у нее для этого приспособлена. Но берегитесь, потому что лампочка будет иметь очень хороший стержень посередине. Насколько это вам зайдет, это решить можете только вы сами. Ну и третий вид, вентилятор, фэн. На сегодняшний день это, наверное, все-таки мой любимый, я на нем именно остановился. Почему? Он, с моей точки зрения, имеет золотую середину, взвешенное состояние. Он не такой ярко выраженный со стержнем посередине, как лампочка, ну и не такой массивно прилегающий, как плоский. Поэтому вот для меня так. Как будет для вас, решит каждый сам из вас. Строение помазка простое и непростое. Если простое, то это ручка и сам узел. Если непростое, сам узел. В нем могут быть изменены диаметр узла, высота узла, качество материала узла, сама форма. Форма. Сейчас мы с вами держим пропеллер. Кроме пропеллера есть еще плоская форма, flat. Кроме плоской может быть еще лампочка. Это три основные формы, которые имеют помазки. Не смотрите на flat, что он плоский, такой он несколько неказистый. Дело в том, что я сам его сделал таким. Взял машинку в парикмахерской и подстриг. Не совсем ровно, конечно же, у меня получилось. Когда вы берете прямо с магазина, с мастерской плоский, выглядит он несколько иначе. Но суть вы наверняка поняли. Эта часть у нас плоская. Ну а теперь о самом интересном, о материалах, из которых изготавливаются узлы. Они достаточно обширны и разнообразны. Это и кабан, в прошлом белка, лошадь, синтетическая фибра, барсук. Это все те материалы, из которых помазки на сегодняшний день изготавливаются, и вы можете взять.
Если более подробно о каждом из них, то про белку и говорить-то нечего, потому что если вы такой помазок и встретите, то, скорее всего, он пришел к нам из прошлого. В настоящем вряд ли вы сможете найти, потому что охрана природы, исчезновение животных, да и просто прекращение производства. То есть белички, помазки можно забыть. Кабан. Кабан один из самых распространенных, на мой взгляд, сегодня. Редко какая фирма обходит этот материал своей стороной и хотя бы часть своей продукции выпускает из кабанов. Это на сегодняшний день считается основной масс-медиа. Чем же хорош кабан? Кабан хорош своей упругостью, своей жесткостью. Если вы любитель массажа, если вы хотите получить достаточно мощный массаж на своем лице, то выбор кабана, конечно же, будет естественным. Тем более, что он стоит-то недорого по сравнению со всеми остальными. Наверное, один из самых недорогих на сегодняшний день. Есть у кабана и маленькие нюансы. Сразу из коробки, как только вы его возьмете, подготовите, об этом чуточку позже, вы вполне себе можете заметить, что он чуть-чуть колется, чуть-чуть пахнет. Не переживайте на эту тему. Кабану, чтобы войти в свою пору, расцвести, чтобы показать полностью свои тактико-технические данные, ему нужно время. Сколько? Все зависит от того, как вы будете работать этим помазком. Чем чаще, тем быстрее. Как только кончики помазка из кабана начнут расщепляться и будут выходить вот такими вот как бы цветочками, розочками, этот самый тот вот период, про который я вам говорю, он к своей жесткости добавит определенную бархатистость, мягкость. Это самый расцвет кабана. Лошадь. Лошадь достаточно не распространена, достаточно нетривиальный вариант, ввиду, скорее всего, своего происхождения. Ну и, наверное, самый гуманный и щадящий, потому что при производстве этих помазков животное не страдает. У животного просто срезают щетину и все. Есть нюансы. Сам по себе помазок из лошади, он достаточно мягкий. Он, конечно же, будет мягче кабана и мягче барсука тоже. Но вся беда в том, что есть люди, которые обладают мягкой щетиной и нежной кожей. Вот для них-то такой помазок очень бы даже мог бы и подойти хорошо. Но когда будете выбирать такой помазок, не забывайте один нюанс. Разные цветы, разный цвет, гнедая или черный, коричневый, светлый волос, все будут говорить о разной жесткости. По своему опыту могу сказать, что гнедая, она, пожалуй, наверное, все-таки самая упругая всего. Но в любом случае вам нужно будет попробовать. Они не так уж и дороги. Если будете брать лошадь, возьмите сразу два разноцветных. Один посветлее, другой потемнее. Это вам поможет сэкономить время и деньги. В любом случае вы их не выкинете. Лишний помазок в хозяйстве не бывает. Но зато вы сразу поймете, какой для вас подходит больше. Потому что упругость в зависимости от цвета волос на лошадях будет, конечно же, меняться. Пока мы не перешли к чему-то более серьезному и говорим о лошадях, хотел бы сказать, что есть еще и метисы. Метисы – это слияние в одном помазке ворса нескольких животных. Бывают барсук, лошадь, бывают барсук, кабан, бывают лошадь, кабан. Это встречается крайне редко, и я, по-моему, всего лишь один такой помазок видел. Это Wolfix 404, здесь у нас кабан и барсук. Всерьез на них останавливаться не стал бы ввиду их нераспространенности, но тем не менее такие, да, есть. Ну вот мы и подошли к барсуку. Барсук – это отдельная песня, ребята. А на сегодняшний день сложилась следующая картина. Ореол распространения барсука самый большой на сегодняшний день во всем мире – это, конечно же, Китай. Есть он и в других странах, но промышленно он разрабатывается всего в двух. Основной – это Китай и чуть-чуть, совсем маленько. Я не могу сказать в процентах, но это очень мало, бесконечно меньше, чем в Китае. Это, конечно же, Канада. Там еще есть мелкие производства барсуков. Так что же мы получаем благодаря этому великолепному животному? Мы получаем 3 вида ворса, которые применяются именно для производства барсуков. Первый из них это Black Badger, черный барсук. Самый простой, который не часто применяется производителями, это черный барсук, Black Badger. Шерсть этого животного, как правило, берется с животика, там она самая грубая и жесткая, вследствие чего вы можете получить колкий, достаточно жесткий помазок, который будет хорошо делать эпиляцию, но если у вас нежная кожа, понравится ли вам, это еще тот вопрос. Следующий это обычный барсук, по-английски это Poor Badger. По жесткости он немногим уступает черному барсуку, а волосы, ну это 70% шкурки барсука, поэтому он также недорогой.
волосы распространены по всему телу. Если вы любитель чего-то нежного и мягкого, вам точно так же стоит быть осторожным, как и с черным барсуком, потому что этот ворс тоже будет достаточно жестким. Эпиляцию, да, но и покалывать, и разминать будет тоже хорошо. Следующая ступень — это супер баджер. Тут уже несколько другая история. Эти волосы берутся уже со спины. Они уже не такие грубые, они уже не такие жесткие, как в предыдущих случаях, они уже более приближены к следующей ступени, к сильверу. Но тем не менее, это волосы со спины. Они уже обладают той эластичностью, упругостью, которая очень часто попадается при хорошей набивке в сильвер-типе. Но все-таки это еще не сильвер-тип. И, наконец, сильвер-тип. Сильвер-тип — это вершина эволюции в барсучьем мире и самые дорогие помазки. Почему же они такие дорогие? Я думаю, сам для себя это объясняю тем, что тот форс, из которых делаются эти помазки, он занимает самую меньшую часть на шкурке барсука, это шея. Каждый этих волосков, они перебираются, группируются, взвешиваются, сбиваются, обрабатываются. И, как правило, все эти помазки делаются вручную. Так получаются помазки Silver Tip. Этот волос сам по себе, он достаточно неординарный. Он имеет уже несколько другую форму. Он конусовидный. То есть он там, где заканчивается, он переходит все тоньше, тоньше, тоньше. А в самом начале он потолще. Это не мешает ему быть мягким и эластичным одновременно. При должной набивке, если, допустим, ну, скажем так, на 21 мм диаметром, если у вас будет вес помазка где-то в пределах 14 грамм, это хорошая набивка. Для сведения, 1 грамм веса барсучьего ворса — это 1000 волос. Так, примерно посчитав, можно прикинуть, что в помазке диаметром 21 мм примерно 14 тысяч волос. Это хорошая, замечательная, великолепная набивка. Такой помазок прослужит вам долго, верой и правдой, и будет эластичен, мягок, приятен, делать великолепный массаж. Плюс ко всему он создает определенную форму, которая вам, не причиняя физического ущерба, знаете, такого точечного, как это любит делать кабан или еще что-то. Ущерб — это я сильно сказал, воздействие. Она будет все-таки массировать. Это великолепные помазки, но и стоят они 3 копейки. Дополнительной особенностью у барсуков я бы сказал то, что они очень любят влагу, они ее хорошо впитывают, они ее хорошо держат. Но и в работе, когда вы будете сбивать пену, большинство из них частенько, не всегда, но частенько, что называется, хомячат пену. Они в себя ее вбирают, и, казалось бы, взбили ее много, а где она? А нету, она в узле. Со временем вы научитесь извлекать эту пену из узла и наносить на лицо, но это его особенность, это нужно иметь в виду. Еще одна из характерных особенностей барсука — это его запах. Убирать его легко и просто. Достаточно его просто промыть в специальных шампунях. Эти шампуни можно купить практически в любом зоомагазине. Прийти и сказать: ребят, так и так, вот мне нужно такой-то шампунь, у меня кот дома живет, и вам посоветуют. Это если кто-то заморочится. Если вы не заморачиваетесь, вполне себе для этих целей подойдет хозяйственное мыло, детское мыло, перекись водорода. Просто поставить в перекись водорода, ну пускай он там полчасика постоит. Полчаса мне хватало, и запах, как правило, уходит. Если же вы на эту тему вообще не заморачиваетесь, и для вас это совершенно ровно, то через 3-4 бритье, как правило, запаха вы уже и не почувствуете. Он все будет меньше, 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 уйдет сам. Не обязательно, что он будет, но если он все-таки будет, я вам сказал, что вам делать. Последняя категория – это фибра. Раньше, когда-то давным-давно, когда их только-только придумали, это 50-е, 60-е годы прошлого столетия, помазки, синтетические помазки, были из нейлона. Характеризуются тем, что они достаточно жесткие и колкие. Но это было давно. С тех пор придумали уже много всяких разных материалов. На сегодняшний день, если вы берете синтетический помазок, как правило, это будет искусственная фибра. Это совсем другие помазки. Градация у них очень-очень-очень большая. Среди них вы можете найти как и тряпку, да, к сожалению, бывают такие, так и что-то мягкое и нежное, как волосы ангела, такие делают в Америке, так и что-то достаточно мощно упругое, которое взбодрит вас, хорошо уберет ороговевшие частички кожи и проведет массаж. То есть фибра — это идеальный вариант для тех, кто
не любит заморачиваться, кто озабочен тем, что сохранность животных, ну как это вот, ну вы поняли, о чем я. Ну и плюс ко всему, это тот помазок, который требует наименьший уход. То есть, так как за искусственными помазками ухаживать практически не надо, это еще их является одной отличительной особенностью. А как же указывать за натуральными помазками? Тут все легко и просто. Как только вы получили помазок из натурального ворса, самое простое, что вы можете сделать, это просто опустите его в теплую воду от 30 до 40 градусов. И пускай он у вас там полчасика постоит. Но когда будете набирать, смотрите, чтобы вода не доходила где-то до ручки, ну миллиметров 5 хотя бы, чтобы вода не попадала в узел. Так как все узлы, они практически бывают двух типов. Это вязаные и клееные. Абсолютное распространение получили это клееные, ввиду того, что это самая простая и самая непритязательная часть операции. Те же, которые клееные, как правило, они стоят дороже, и это уже ручная работа. Поэтому на всякий случай подстрахуйте себя, лишний раз узел не заливайте. Налили в стакан, поставили, полчасика пускай постоит. Тем самым вы сделаете следующее. Вы не знаете, как долго помазок находился в сухом состоянии, сколько он был на складе, сколько он был в дороге, сколько он на полке стоял. Вы этого ничего не знаете. А ворс натуральный, и он имеет свойство влагу отдавать. Поэтому, пропитав этот помазок, вы убережете себя от лишнего ущерба, который могли бы его нанести. На сухую, что-то им делая, предпринимая, конечно же, это не есть гуд. То есть вы можете просто лишний ущерб этому помазку принести. А замачивая его, во-первых, вы волосы напитаете влагой, а во-вторых, та грязь, та пыль, которая могла попасть на этот помазок при производстве, в дороге, она просто уйдет с этого помазка. Но это лишь начало. После того, как вы замочили, возьмите этот помазок, возьмите любое мыло, которое у вас есть, хозяйственное, детское, если у вас нет вашего любимого специального для бритья. Если же у вас есть такое, то просто наберите ваше мыло для бритья и загрузите его полностью до тех пор, пока вы не получите уверенности, что ваш узел полностью уже пропитался пеной. Как только это получится, чаша, пиала, ваша ладонь в конце концов, и поработайте этим помазком хотя бы 3-5 минут, чтобы он хорошо обкатался в этой пене, чтобы дополнительно лишняя грязь, лишняя пыль, лишние частички загрязнений ушли с вашего помазка. Дополнительно вы, конечно же, уберете запах, если он там все-таки есть. После того, как вы это сделаете, обязательно хорошо промойте помазок теплой водой. Для чего это нужно? Вам из помазка по максимуму, максимально хорошо нужно вымыть все мыло, убрать его оттуда, потому что тот щелочной баланс, который намыли, он 100% не будет совпадать с щелочным балансом самого ворса. Если вы будете плохо промывать ваш помазок, то рано или поздно остатки мыла будут копиться, и все это будет приводить к тому, что те остатки с другим щелочным балансом, нежели отличным от волоса, будут разъедать ваши волоски. И зачем вам лишние выпавшие волосы и плешка на помазке? Это ни к чему. После того, как хорошо взбили, хорошо промыли, сполосните его прохладненькой водичкой, стряхните, дабы удалив всю ненужную влагу. Я после этого, как правило, беру полотенце и об полотенца круговыми движениями, легкими, непринужденными, не убивайте ваш помазок. Как на лицо наносите, так и тут работайте точно так же. Взбивать пену и вытирать об полотенце, и наносить пену на лицо. Аккуратненько об полотенце я свой помазок вытираю. После этого помазок берете, спокойно ставите на подставку специальную, головой вниз. Даже если хоть какая-то капелька, хоть какой-то децл влаги там остался, чтобы он не попадал в узел, чтобы он все-таки стекал вниз. И просушите. Лучше всего, если вы поставите свои дела так, что возможность просушки у помазка будет не меньше 3 дней. Это идеальный вариант. Именно для этого все обычно советуют иметь в хозяйстве не один, а как минимум 2 помазка, а лучше 3. Ну, 4, конечно, еще лучше. Не, но лучше всего 5 звездочек, 5 помазков. Поэтому, если вы будете делать так, ваш помазок прослужит вам дольше. Подготовка к работе помазков, она достаточно проста. Если у вас синтетический помазок, таковой не требуется вообще. Потому что те синтетические материалы, которые на сегодняшний день используются в этих помазках, они настолько универсальны, настолько хороши, что синтетика зачастую очень сильно похожа на барсука, в том числе и накапливанием воды.
Все, что вам нужно будет сделать, это просто взять помазок, опустить в теплую воду, стряхнуть, все. Ваш помазок из фибры готов к работе. Тоже до помазков из натурального ворса, то лучше на 3-5 минут, 5 много, 3 минут вполне себе будет достаточно, если вы предварительно замочите в теплой воде. Опять же, на 5 мм, не доливая, не погружая до узла, чтобы узел не пропитывался влагой. После этого берете помазок, стряхиваете, все, он готов к работе. Уход за помазком и хранение. После каждого бритья достаточно его хорошо промыть. Я вначале промываю его в теплой воде. Промываю до тех пор, пока чувствую все, уже нормально, уже все хорошо. Как только я эту стадию уже прошел, ну, как правило, это 1 минута полоскания, я включаю холодную воду и промываю его в холодной воде. После этого его стряхиваю, вытираю полотенце аккуратненько, чтобы убрать все излишки влаги, и вешаю сушить. Со временем вполне себе возможно, что на вашем помазке будут все-таки оставаться остатки мыла. Это легко проверить, если вы возьмете хорошо просушенный помазок, не меньше 3 дней, и возьмете его просто вот так вот отшелушите. И если вы увидите, что у вас пошла пыль, такая, знаете, облачко, как, типа звездной пыли, как перхоть полетела, это значит, где-то что-то вы проморгали, это значит, остатки мыла у вас там все-таки есть, и они все-таки кушают ваши волосы. Убрать это, еще пару-тройку раз прополоскать, и дабы совсем от этого избавиться, я просто беру перекись водорода, опускаю туда на полчаса, он у меня там закисает, опять же, не долив. После этого вытаскиваю, стряхиваю, споласкиваю в теплой воде, вытираю полотенце и вешаю сушиться. Это мне помогает. Хранятся помазки в вертикальном положении головой вниз. Тут особых каких-то изощрений уже еще никто не придумал. Там же прямо в вашей ванной комнате. Особый акцент хотел бы сделать на 2 вещах. Это форма помазка и его набивка. Набивка очень-очень-очень-очень важна. Даже если вам повезет, и вы найдете свою форму, как в моем случае, тот же самый пропеллер, но набивка будет недостаточно, это приведет достаточно к печальным последствиям, потому что пену сбить, да, такой помазок неплотно набитый все-таки сможет, у вас будет ее много, но как только начнете наносить ее на лицо, вы почувствуете, что он работает как тряпка. То есть массажа как такового он делать не будет, он будет все время работать как кисточка. А то ли это, что мы хотим? Мы же хотим, чтобы у нас какой-то массаж все-таки происходил. Форма помазка. Плоская, конечно же, подойдет тем, кто в основном работает только на лице, кто не признает чаши. Лампочка. Лампочку я не могу никому посоветовать, потому что я сам ее не люблю и не совсем понимаю, для чего она нужна. Но вполне себе могут быть люди, которым нравится эта форма и которым она вполне себе подходит. Мое же все, мое это вентилятор, фэн. На мой взгляд, достаточно универсальная форма, которая подходит и для сбивания в чаше, и для работы на лице. Плюс ко всему, эта форма, в моем понимании, создает в помазке некий объем. Возьмите небольшой мешочек, забейте его песком, но не до конца, чтобы маленький все-таки маленький объем воздуха оставался. И попробуйте, поколтыхайте его в руках. Вы почувствуете вот эту вот мягкую податливость, но ровно до тех пор, пока его сильнее не прижмете. Как только вы его сильнее прижмете, тот объем, который вы не заполнили, он остался, и вы его выберете тем самым, дальше у вас ничего не пойдет, потому что некуда ему расширяться. И тем не менее, если вы это в то же самое время в отдельном месте возьмете, нажмете, вы эту мягкость почувствуете. Вот что-то подобное создают такие помазки, я это называю шариком. Вот если в вашем помазке будет это, ребята, это очень-очень-очень удачный вариант и очень приятная особенность помазка. Самое главное, чтобы она была в вашем помазке, лишней она точно не будет. Стоимость помазков также может разниться. Это может быть что-то недорогое в пределах 6, 10, 15 евро. А может быть что-то очень-очень необычно стоящее. 12, 13, 14 тысяч рублей. А что-то может стоить вообще, как космолет или крыло от Боинга в пределах 150-200 евро. Но это еще не предел. Я знаю, есть помазки, которые стоят и 500, и 600, и 800, и 1000 евро. Что же влияет на стоимость помазка? В первую очередь это, конечно же, сам ворс. Тот ворс, который компания подбирает и собирает в узел. Как она к нему относится, как она с ним работает, как она его очищает, промывает, как она его сортирует, как она его собирает, как она его подготавливает, как она вяжет узел, наконец.
то есть это или клееный, или вязаный. Как правило, у помазков ручной работы все узлы вязаные. Те, которые стоят на потоке, которые продаются за небольшие деньги, как правило, все узлы клееные. Естественно, вязаный узел лучше ввиду своей долгоживучести, то есть это какая-то гарантия того, что помазок вам прослужит верой и правдой достаточно долго. Плюс ко всему на стоимость, конечно же, влияют те материалы, кроме ворса, которые используются в ручке. Но в данном случае это не срабатывает, потому что здесь еще есть фактор имя компании, которая все это делает. Это Shave-Mag. Стоимость этого помазка в районе 180 евро. Здесь сложилось все. Здесь все звезды сошлись вместе. Это и качество ворса, и имя компании, и Silver Tip to Bend. Вот так вот и получился. 180, по-моему, или 185 евро. Конечно же, стоимость помазка напрямую не влияет на то качество бритья, то удовольствие бритья, которое будет дарить вам помазок. На это все будет влиять, ребята, материал узла. В зависимости от того, что вы хотите получить, каждый узел работает по-своему. Если, допустим, взять вот этот вот помазок от мужского материка, на сегодняшний день это мой признанный лидер. Почему? Благодаря тугости его набивки, благодаря качеству ворса, благодаря качеству его конструкции, то есть этот вентилятор не лампочка. К сожалению, лампочка мне не понравилась, или может быть я еще просто не понял ее, еще не дорос до этого форм-фактора. Благодаря длине ручки, которая позволяет легко, удобно работать, рука не устает. Все вместе складывается и получается великолепное, шикарное изделие, которое при работе дарит тот самый шарик. Помните, я говорил вам про набитый песком, и он не только равномерно наносит вам пену и заносит ее под каждый волосок, но еще и делает массаж. Работая таким инструментом, вы получаете море удовольствия. Если же вы думаете за массаж, то лучше всего, конечно же, с этим справится Кабан. Кабан сам по себе устроен так, что он чрезвычайно упругий, он чрезвычайно мощный инструмент в работе сбивания и нанесения пены. С ним несколько проблематичнее работать прямо на лице, но при известной сноровке вы и с этой задачей вполне себе справитесь. Но массаж, тот массаж, который он дает, конечно же, не сравним с барсуком. Здесь более точечный, более мощный, более жесткий. И также у кабана есть еще одна особенность. Чем дольше он работает, тем он становится все комфортнее, комфортнее, комфортнее. За счет того, что, обратите внимание, видите, волоски расщепились. Когда вы берете кабана с коробки, у них имеется обрезанный такой край. То есть, когда помазок равняют, подрезают, просто срезанная щетина. Со временем она начнет распушаться и дарить вам более комфортное бритье. Метисы. Метисы, возможно, хороши как вариант. Метисы – те помазки, где комбинируется ворс нескольких вариантов. В данном случае это кабан и барсук. На мой взгляд, это попытка найти компромисс, сделать нечто среднее между той и другой группой. Иногда это удается, иногда это не получается. Но в случае с Wolfix 404, на мой взгляд, это удалось. Плюс ко всему, здесь удачная комбинация сочетания цена-качество. То есть сам по себе помазок недорогой достаточно, его можно найти в пределах от 11 до 13 фунтов стерлингов. И то качество, которое он дает в работе, конечно же, оно радует. Временами иногда он может подхомячивать, подворовывать пену, но со временем вы к этому привыкаете, приспосабливаетесь и уже начинаете понимать, как с ним лучше работать. Если вы хотите на старте с чего-то недорогого, практичного и качественного начать, то вариант Wolfix 404, конечно же, один из возможных. Такой можно рассматривать. Синтетика. Синтетика, несмотря на схожесть своего названия, синтетическая фибра на самом деле очень разительно отличается, может отличаться друг от друга. Как не только по цвету, но и по самой фактуре. Если, допустим, смотрите, вот взять вот эти два помазка, они оба синтетические и, казалось бы, похожи. На самом деле по мягкости они отличаются. Но даже не это самое главное отличие, потому что есть синтетика, которая не только по мягкости отличается, но еще по состоянию, по качеству самого материала. Вот этот материал, который используют в немецкой мюлле, в синтетических помазках, он не похож ни на один другой. Он отличается по всем свойствам.
как визуально, как тактильно, так и в работе. Это нечто особенное, нечто обыкновенное и нечто отдельное. Да, это не дешевое, и я бы не стал рекомендовать это к покупке, потому что если вы, допустим, все-таки созреете до покупки такого помазка, вы должны подходить к этому осознанно. То есть, да, действительно, он вам нужен, да, действительно, вам это интересно. Если же вам нужна просто синтетическая кисть, вполне себе много бюджетных вариантов, благодаря которым вы можете получить великолепное, шикарное бритье. Так какой же помазок лучший, какой самый лучший? Очень много мнений встречается в сети среди любителей влажного бритья, что самые лучшие помазки – это барсуки. Другие говорят, что вы ничего не понимаете, это все-таки фибра. А третьи говорят, что, ребят, вы вообще как будто с Луны свалились, потому что самые лучшие – это, конечно же, кабан. Правы и те, и те, и те. В Италии бытует мнение, что самый лучший помазок – это кабан, по одной простой причине, что там практически нет барбаршапов, которые бы вы не зашли и там работали чем-то, в отличие от кабана. В основном это кабан, кабан, кабан. Почему? Это очень хороший, очень деликатный и очень серьезный материал после того, как он уже войдет в свою стадию, когда он уже минет стадию молодого вина, уже наберет, и это будет уже зрелое, хорошее вино, как только кончики распушатся. Это практически вечный помазок и универсальный. Он вам поможет и на лице поработать, и в чаше взбить, и промассировать все. То есть это очень годный инструмент. Если же мы говорим, допустим, за фибру, это тоже универсальный инструмент, и там можно встретить от мягкого до упругого все, что душе угодно. Достаточно просто подобрать такой под себя поисками в интернете. Что же касается до барсука, очень многие правы в том, что барсук это самое лучшее и это что-то отдельное. Я готов с ними согласиться, что это отдельное. Потому что сам по себе внутри бьется на много категорий. И если брать самую высшую из них сильвертип, именно эта категория дает тот самый мешочек, про который я вам говорил. Но при всем при том сохраняется бархатистость, нежность и, знаете, очень-очень деликатно упругое воздействие на вашу кожу при работе на лице.
Это великолепное ощущение. Такого, конечно, не может дать кабан. Ну, фибра, отчасти бывают такие фибры, которые хотя бы рядышком могут приблизиться и дают. Не до конца, но все-таки. Поэтому какой помазок самый лучший? Я думаю, будете правы вы. После того, когда найдете помазок и скажете, вот этот самый классный. Каким он будет? Кабаном, фиброй или барсуком? Это знаете только вы. Самый лучший помазок, самый классный, самый великолепный во всем мире, тот, который нравится вам. Какой? Узнаете только вы. На этом разрешите с вами попрощаться, пожелать вам добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Подписывайтесь на канал, никогда не болейте, дома вам полная чаша. Ну и выбрать то самое, что будет нравиться только вам. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.